Здравствуйте. Сон Джин Ву, главный герой аниме и манхвы Solo Leveling, почти новый Сайтама. А его история — это буквально исполнение всех влажных мечт зрителей Ван Панчмана. Скромный, добрый, обычный парень, вместо того, чтобы как Сайтама, даже имея огромную силу и совершая грандиозные вещи, быть никем не замеченным, становится любимчиком каждого, с кем столкнется. Solo Leveling показывает, что было бы с Ван Панчманом, если бы он жил в более-менее адекватном мире. Волей случая его заслуги бы не присваивались другим героям, не вносящим и 5% того импакта, который вносит наш лысый суперпаренек. Ну и если бы он был чуть обаятельнее внешне. Хотя начинается Solo Punchman схожим с историей Сайтамы образом и в схожем контексте. Появляющиеся из ниоткуда монстры — это первое, что объединяет два аниме. В Solo Leveling источником зла являются подземелья, где обитают мобы и главный босс, убив которого подземелье закроется. В общем, чисто РПГшная система. Ван Панчман идет больше в сторону классической супергероики, где зачастую злодеями являются сами люди, превратившиеся в чудовищ или просто обезумевшие, какие-то антропоморфные существа, морские короли, инопланетяне и так далее. Данное аниме не стремится ограничивать себя, ибо настолько большое разнообразие злодейских лиц играет на руку комедийному повествованию. Ну и показывает, что неважно, какой противник будет стоять перед нашим героем и какой способностью он будет обладать, телекинез, суперскорость или сверхсила, Ван Панчман все равно будет мощнее и быстрее. Кстати, о силе. Solo Leveling показывает нам становление героя через перевоплощение при помощи системы, которая словно божественная рука, длань Господня, наделяет персонажа силой. Все просто. Главный герой повел себя благородно, показал свою смекалку, способность преодолевать страх и жертвовать собой. РПГ-система наделила его возможностью переродиться после смерти за своих товарищей, а также подарила способность прокачивать свои навыки, зарабатывая опыт, убивая врагов и выполняя квесты. При этом остальные охотники на чудищ РПГ-системой обделены и не способны вообще никак увеличивать свои магические силы. То есть в мире данного аниме полностью заблокирована возможность развивать предел своих сил для всех, кроме главного героя. Потому, получив особенную способность развиваться, Сон Джин Ву начал тренироваться, ходить в подземелья, повышать уровень своей прокачки. Также система выдала ему ежедневный обязательный квест. Условия квеста звучали так. Отжиманий 100. 100 на пресс. 100 на приседания. И 10-километровая пробежка. Каждый божий день. Да, хорошая отсылка, ведь Сайтама, по его же рассказу, обрел свою силу, тренируясь именно этим методом, то есть обычными физическими упражнениями. Пока все остальные превращали свое тело в мини-склад с оружием, подвергались мутациям, убивали монстров в подземельях, молясь на каждое очко опыта, Сайтама бегал, отжимался и приседал. Опять же, только с его слов. Конечно, данная деталь в аниме Ван Панчман служит в первую очередь юмору, абсурду. И если почитать между строк, в голове вырисовывается такая мысль от автора. Неважно, как Сайтама получил свои силы, просто знайте, они ему дались нелегко. Хотя, рассказывая о своих вполне обычных тренировках другим героям, так стремившимся к пониманию источника силы Сайтамы, он словно насмехается над ними. Притом, сам этого не понимая, ведь ему правда было тяжело каждый день тренироваться. Сон Джин Ву, кстати, тоже натерпелся во время прокачки. Начинать ему пришлось с самых низов. В те времена убить его мог любой случайный моб из низкорангового подземелья. Правда, в какой-то момент сквозь тернии и еще раз тернии герой приходит к тому, что он стал точно сильнейшим охотником Кореи и, возможно, сильнейшим охотником всего мира. Геймплей нещадящего, душного, опасного Dark Souls превратился в казуальный слэшер, в котором никто из противников тебе не ровня, а убить несколько сотен или тысяч врагов для тебя плевое дело. И вот, ты излечил свою больную мать при помощи эликсира, который был получен недостаточно сложно, чтобы стать для зрителя особо долгожданным моментом, но зато стал важной частью истории о том, как Сон Джин Ву, пройдя через тяжелые испытания, дошел до своей цели, которая до обретения РПГ-системы казалась недостижимой. Однако, что делать дальше? Отдыхать? Мама Сона вышла из комы, и ей нужна помощь сына, хотя на самом деле ей ничего не угрожает. Придерживаясь такой аргументации, Сон Джин Ву
один из сильнейших охотников на планете, отказывается от участия в самом сложном для Кореи рейде на подземелье С-ранга. От участия в рейде, который провалился уже несколько раз и для поддержки в исполнении которого были даже задействованы охотники из другой страны. Здесь мы можем понять приоритеты Джинву. Провести время с семьей, учитывая недавнее возвращение матери в сознание, для Сона было важнее, чем зачистить крайне опасное подземелье. Он посчитал, что другие охотники и сами справятся, хотя в глубине души точно понимал, что они потерпят поражение. А даже если они и смогут победить, вряд ли им удастся избежать многочисленных жертв без участия Сона. В итоге наш герой все-таки вступает в бой, но только когда шансов на выживание у корейских охотников уже совсем не остается. При этом, пришел бы он чуть раньше, целитель С-рангового отряда бы не погиб. И, конечно, на протяжении всей битвы мы то и делаем, что ждем, когда же главный герой появится на острове Чеджу, и именно это ожидание играет здесь самую важную роль. Мы знаем, насколько силен Сон Джинву, мы видели его в действии, но остальные, до сих пор считавшиеся сильными охотники Кореи, могут лишь догадываться о мощи нашего героя. Потому зритель хочет и ожидает того, что Сон, даже отказавшись от участия в рейде, все же героически ворвется в битву, спасет этих слабаков и покажет им всю свою силу. По итогу здесь на нас давят двумя способами. Во-первых, мы переживаем за человечество, которое может сейчас с треском проиграть муравьям. И как-никак, все-таки, скорее всего, мы болеем как раз за людей. Во-вторых, мы желаем, чтобы люди увидели главного героя таким крутым, каким видим его мы. И именно данное напряжение в ожидании главного героя, возникшее у меня при просмотре арки острова Чеджу, сподвигло меня на создание этого видео. Потому что ровно теми же способами на нас часто давит One Punch Man. Хочу привести самый показательный пример, тот, который покажет нам как сходство, так и различия двух героев сегодняшней истории. Как и в мире соло-левелинга, так и в окружении Сайтамы есть много сильных, опытных героев. Тот же Генос, о котором мы еще поговорим, смотрится в кадре очень эффектно, когда вмиг стирает с лица земли логово злодея. А зеленоволосая Цундера и вовсе показывает крайне сильный и разрушительный телекинез. Не забываем и о злодеях, многие из которых могли с легкостью уничтожить всю планету Земля. Каждый из них вызывает страх, имеет фактуру, сильный образ и характер, но как только в кадре появляется Сайтама, любой из героев или злодеев рядом с ним, по ощущениям, становится не сильнее ребенка в песочнице. На этом и играет One Punch Man. В то время как мы сопереживаем очень интересно прописанным персонажам, у которых имеется своя история, цель, мечта, стоит только очутиться в кадре Сайтами, как все это оказывается неважным, пока лысый парниша снова не покинет поле нашего зрения. Потому каждый раз, когда человечество находится под угрозой, а все самые сильные и доступные на данный момент герои не справляются с этой угрозой, мы все ждем и ждем появления One Punch Man. А он тем временем просто заблудился или играет в видеоигру. И битва с морским королем именно то, к чему я нас подводил все последнее время. Каждый, кто вступает в битву с этим монстром, проигрывает, выдав свой максимум, самоотверженно рискуя своей жизнью. Бесправный ездок, по сути, обычный парень на велосипеде, пытается всеми способами выиграть время. Ведь если он это не сделает, люди в округе умрут. Нам показывают, как важно для Геноса, для этого парня и остальных героев принести хоть какую-то пользу. Мы видим, это их долг. Ездок не отступает, даже понимая полное отсутствие для него шансов на победу. И мы болеем за него. Чувствуем, как медленно тянется время до того, как придет главный герой и одним ударом вынесет этого монстра. И он приходит. Сайтама легким движением руки прорубает тело морского короля, получая заслуженные овации, а остальным героям тем временем приходится терпеть нападки со стороны толпы. Может, чудище было не настолько сильным? Но столько героев ему проиграло. Значит, проигравшие герои были еще слабее. Правда, нашему герою не нужна слава и всеобщее обожание. Ему хорошо и так. А заметив, что его друзей из-за него, из-за его настолько легкой победы над злыднем теперь не ставят ни во что, Сайтама делает то, что заставило меня с чувством доблести всплакнуть. Он громко проговаривает, так, чтобы все его услышали, что, мол, он лишь добил до недавнего времени непобедимого монстра, а самую важную часть урона ему нанесли другие герои, хотя, очевидно, это неправда. И те, кто вступал в битву с чудищем до него,
не сделали почти ничего. По-глупому дурачится, пытаясь показать, как доволен своим в кавычках жульничеством. Сайтама посчитал, что нельзя оставлять все так, как было. Его друзья постарались на славу, и хоть и не смогли справиться с чудищем, но сделали все, что могли, по-настоящему рискуя своими жизнями. В это же время наш герой по своим меркам ничего особо сложного не сделал. Пришел, ударил, победил. Для него это обыденность. Он делает это не для популярности или одобрения других. Однако, если ему не важны овации людей, так почему эта жертва, это преуменьшение своих заслуг чувствуется таким настоящим? Почему это так отзывается в зрителе? Путь героя я начал 3 года назад. Не то чтобы мне нужны поклонники, но должны же были появиться те, кто заметил мои старания. Все потому, что на самом деле нам показывали, как Сайтама был бы вполне не против своего фан-клуба или благодарности за все его подвиги. Это тоже важно для него. Он хочет быть замеченным людьми, хочет, чтобы его действия не проходили даром. Сайтама геройствует не ради признания или популярности, но внутри него все еще сидит тот ребенок, та часть Сайтамы, которая хотела бы стать супергероем, хотела бы получать добро взамен за свои подвиги. Однако наш Лысик поступает как взрослый, договорившись со своим ребенком, поняв, что в этой ситуации сейчас куда важнее защитить товарищей, даже если для этого придется принизить свои достижения, даже если придется остаться без заслуженных оваций и бесконечных благодарностей. Как бы ему не хотелось сказать: да, это я убил того монстра, вступайте в мой фан-клуб и подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании. Он этого не делает. И этим история Сайтамы отличается от истории Сон Джин Ву. У обеих сложилась похожая ситуация, только вот Сон, например, осознанно не приходил на остров Чеджу, пока ситуация не ухудшилась настолько, что появилась огромная вероятность гибели всего состава С-ранговых охотников. А когда все же наш герой появился в подземелье, то стал буквально Наруто, победившим Пейна, Сайтамой, исполнившим все наши мечты о том, чтобы его заметили и признали. Все кричат о появлении Сона. Буквально вся страна пристально наблюдает за тем, как он эффектно дерется с эволюционированным муравьем. Самые сильные охотники Кореи следят за этой битвой и находятся в шоке от мощи нашего героя. Сону не нужно отказываться от своей славы. Перед ним не стоит особой дилеммы. Он, как настоящий крутой парень, просто идет и бьет злодею морду. Потому что так нужно, потому что может. Ну и потому что ему нравится этим заниматься. Сон Джин Ву любит битву, чувствовать свою силу, сражаться с противником, ненавидя и презирая его, ощущать чужой страх и тревогу. И мы верим в крутость Сона. Мы знаем, что он заслужил эту силу. Знаем, что даже несмотря на имеющуюся мощь, он не переступает чужие границы, не завязывает войны и не становится заносчивым высокомерным супергероем, который может думать только о себе. Джин Ву просто знает, что для него важно, а что нет. И имея огромную силу, он может себе позволить делать одно и не делать другого. Сон — гений, полностью осведомленный о своей гениальности, в то время как Сайтама, будучи даже, возможно, более гениальным, не задумывается об этом, оставаясь таким же, каким был в начале своей карьеры героя. Имея такие разные характеры, они при этом объединяются в сокрытии своих великих мощностей. Только один делает это осознанно, заботясь о своей безопасности, а второй по воле случая остается незамеченным общественностью. Если Сона мы ценим за то, что он был на дне и смог добраться до вершины, не сильно потеряв в человечности и обретя те качества, которые мы бы тоже хотели видеть в себе, то Сайтаму за то, что даже взлетев выше всех, в душе он остался обычным простым парнем среди сложных, вымученных людей, при этом стоя куда больше каждого из этой толпы. В этом главное отличие наших героев. Но какие точки соприкосновения мы можем найти в их характерах? Первое, что приходит на ум — взаимодействие с обществом. И у Сона, и у Сайтамы после получения своих сил появилось немало, так сказать, обожателей, врагов, друзей. Удивительные люди притягивают к себе других, а силы притяжения Сона и Сайтамы при этом схожи. Вот, например, Генос, навязчивый обеспеченный паренек, похож по отношению к главному герою на Юджин Хо, богатенького доброго охотника. После знакомства с ними наши герои приобретают лучших друзей. Но что Сон Джин Ву, что Сайтама на людей вокруг не обращают особого внимания. Им все равно, есть у них друзья, нет ли их. Раньше они были достаточно одинокими личностями, имели низкое положение в обществе,
обществе, да и в целом они более интровертны, чем экстравертны. Также в тайтлах, которые мы сегодня разбираем, большая часть персонажей, помимо главного героя, существует в первую очередь ради выполнения своей функции. Функции друга всесильного Сайтамы или Сона, функции около заклятого врага, функции мудрого бывалого вояки, повидавшего многое и показывающего, как наш герой уже давно обошел все старое поколение героев, а новое тем более, и так далее. Вспомните, ведь есть произведения, рассказывающие истории, в которых главный герой далеко не центр галактики. Второстепенные персонажи в таких историях часто являются интересными личностями, а иногда за ними наблюдать даже более завораживающе, чем за протагонистом. Однако Solo Leveling и One Punch Man точно не такие произведения. Хотя при этом Сайтама в своей истории не единственный интересный персонаж. Большая часть героев и злодеев вокруг него отлично запоминается, имеет свой особенный характер. За второстепенными лицами в One Punch Man хочется наблюдать. Например, Генос, преданный самопровозглашенный ученик Сайтамы, на поверхности вполне типичный персонаж, но из его механического тела торчат несколько ниточек. Видимо, не весь он сделан только из металла, потянув за которые авторы делают его запоминающимся. Предыстория Геноса, связанная с каким-то киборгом-убийцей, его постоянно модернизируемое тело, бесконечная преданность Сайтаме, карикатурная доблесть, смелость. Он становится голосом разума в этом странном мире Ванпанчмана. Кинг, Тацумаки, бесправный ездок, до кома в горле добрый и самоотверженный парень. Все они отличные яркие персонажи. Правда, такого не скажешь о действующих лицах соло-левелинга. В данном аниме почти каждый персонаж простая болванка, бездушная и не особо запоминающаяся. Хочется сказать так. По моему мнению, персонажи вокруг Сайтамы интересны, но не так, как сам Сайтама. А Сон Джин Ву по большей части не особо интересен, но не настолько, как те, кто населяют мир соло-левелинга помимо него. Так, о самих наших товарищах поговорили, об их друзьях тоже, остались только злодеи. Злодеи в One Punch Man и соло-левелинге самые страшные, грозные, сильные, кровожадные. Присутствие их в кадре наполняет зрителя ощущением угрозы, исходящей от них. И каждая схватка с таким злодеем главного героя становится для зрителя интересной загадкой. Смогут ли сейчас Сайтама или Сон победить? Ведь чем дальше мы идем по истории аниме, тем сильнее перед нами появляются антагонисты, тем шире оказываются ставки в сюжете. Сравним двух из самых устрашающих злодеев, представленных нам создателями обоих тайтлов. Борос со стороны One Punch Man и Король Муравьев из соло-левелинга. Оба хотели зрелищной битвы, оба искали себе достойного противника, человека, который сможет дать им хороший бой. И оба нашли. Борос вообще стал для зрителя One Punch Man прям особенным, буквально с первой секунды битвы с ним. Ведь, внимание, Сайтама не убил этого пришельца с первого удара. При просмотре я помню, как это создало в моей голове вопрос. Неужели сейчас я вижу того, кто способен сравняться по силе с главным героем? Вдруг Борос сможет победить или хотя бы на равных выстоять против Сайтамы? Однако оказалось это всего лишь не более чем игрой. Да, наш лысый дружок не ликвидировал злодея одним ударом, но тот удар был обычным, не особо сильным, а уже сломал броню Бороса. Сайтама специально не стал быстро расправляться с противником, потому что захотел дать ему ощущение реального боя. Ощущение того, что он наконец нашел себе равного противника. Хотя на самом деле в этот раз Борос оказался на месте своих прошлых врагов. Против Сайтамы у него не было ни шанса. Ну и наш герой и сам бы хотел посоревноваться с кем-то достойным. Лысый паренек давно потерял любой интерес к битве из-за своей чрезмерно разрушительной силы. Он, как никто другой, понимал Бороса, потому решил дать злодею то, чего он хотел хотя бы чуть-чуть. Что же показывает в битве с самым грозным врагом Сон Джин Ву? Да, простое унижение. Сону нравится убивать злодеев, нравится чувствовать их страх. И недавно я сказал, что Борос с Королем Муравьев похожи. Но, видимо, куда более уместнее будет сказать, что Джин Ву и Борос похожи. Знаете, сначала я думал о том, что Сон сейчас — это молодой Сайтама, который, пойдя по стопам своего предка, в какой-то момент станет настолько сильным, что перестанет вообще интересоваться битвой, зачистка подземелий станет для него рутиной, да и стремлений к новым вершинам у него особо не будет. Однако на самом деле это неправда. Сон
Тот, кому нравится быть самым сильным. Будучи слабейшим оружием человечества в прошлом, заполучив шанс наконец обрести мощь, он его не упустил и будет становиться только сильнее и сильнее. Создавать свою банду, станет величайшим охотником во вселенной, он точно никогда не станет безразличным ко всему Сайтамой. Тем и прекрасны оба эти героя. Их истории схожи на поверхности, но стоит зайти чуть глубже, и окажется, что это два абсолютно разных героя одной истории. Заходите в телеграм-канал, где я обозначил, кто круче из этой парочки лично для меня. Ведь в этом ролике я обошел такое прямое сравнение. И вообще, на самом деле мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.